Электроника – это далеко не всегда огромные печатные платы в 16 слоев. Чаще все-таки это что-то маленькое и компактное. Действительно, когда это большая печатная плата, то это только трафарет и это только печь для того, чтобы запекать SMD-компоненты. Но ведь по большей части мы делаем какие-то маленькие и весьма компактные изделия или вот печатные платы. Здесь вполне достаточно и чего-то маленького. Я не скрою, подсмотрел эту печку на канале коллеги TDM Lab, спасибо огромное за идею, и вот это с первой минуты я понял, куплю. За 3 дня из Москвы до кассы магазина «Пятерочка», вот в такой коробке. Так, тут у нас проводочек питания, есть инструкция, мы ее еще подробнейшим образом посмотрим, открываем крышку, и вот там лежит печка. Так, вот выглядит это так, и вот я сейчас специально верну ее на место, чтобы можно было понять, что она там мотылялась, но дошла весьма достойно. Никаких повреждений, потертостей и прочего нет. Ну, видимо, ей повезло, и ее не бросали. Вот так выглядит печечка. Действительно интересная такая штучка, аккуратнейшим образом сделан корпус. Тут, конечно, надо отдать должное нашим китайским друзьям. Вот, как видно, там приютилась термопара, которая измеряет температуру. И вот можно видеть, что нагревательных элемента, по сути, 2 штуки их. Значит, вот фронтальная панель, on-off, cell, up и down, для того, чтобы регулировать температуру. Есть здесь 3 пресета, 1, 2 и 3, и в них можно заносить там те или иные значения, которые вот вы предпочитаете. По умолчанию это 80, 160 и что-то около 200 градусов. Как видно из инструкции, есть 2 печки, ET10 и ET20. Они в принципе похожи, вот их пресеты, то есть те температуры, которые установлены с завода, и у ET10 это 80, 160 и 260 градусов по Цельсию. Эти температуры устанавливаются в определенных диапазонах, то есть нельзя, допустим, в первом пресете поставить там больше 100 с лишним градусов. Точно так же во втором. Печечки различаются мощностью, там 260 у маленькой и 600 ватт нагреватель второй. Ну уж я не знаю, не берусь сказать, насколько это настоящий оригинальный механик, но так написано. Ну, надо же измерить как-то температуру. Как выяснилось, только вот юнит был у меня под рукой, что имело хоть какое-то измерение температуры, поэтому я решился мерить вот таким образом. Ну да, кого я, собственно, обманываю, что можно нормально измерить таким датчиком. Но, тем не менее, у меня получилось значение, давайте дождемся. Сейчас это более-менее выровняется. Я уже не знаю, от каких вот погодных явлений зависят прыжки. Угу. Ну, в общем, показывает несколько больше, чем на панели самой печки. То есть, есть второй термометр, который я нашел позже. Он, в принципе, мне показался более точным. Хотя тоже, ну, что это такое? 207 и здесь 226. Ну, в общем, примерно на 20 градусов этот термометр будет показывать больше, даже несмотря на то, что я здесь установил вот целевую температуру 215, как можно видеть. То есть печечка продолжает греться, и можно видеть, что растет температура на термометре. То есть, в принципе, ну так, плюс-минус попугай. Надо будет, конечно, разобрать ее и настроить. В этот момент я уже, честно говоря, понял и немножечко расстроился. Я, видя пресеты, ожидал, конечно, что там будет хоть какой-то термопрофиль. Нет, его нет. Это пресеты, которые надо переключать просто нажатие на клавиши. И второе, мне не понравилось все-таки фрезеровка верхней пластины. Надо будет немножечко ее подшлифовать. Поэтому сейчас единственное, что я могу сделать, я хочу очень заглянуть внутрь и посмотреть, как там все внутри устроено. А внутри, как видите, все очень даже цивилизованно. Тут даже есть предохранитель. На самом деле для меня загадка, зачем им понадобилось делать целых 2 печатные платы и ставить их этажеркой. А вторая загадка, как китайские друзья умудрились прикрутить печатные платы, вот один винт и вот слева второй
в этом маленьком компактном корпусе, потому что я до этих винтов ни одной отверткой дотянуться так и не сумел. Но собрано достаточно неплохо. Конечно, тут есть спорные моменты, как то непокрытые изоляцией дорожки, но тем не менее. Значит, все это, к сожалению, управляется реле. И понятно, для чего две печатные платы. Таким образом, они дистанцировали тактовые кнопки от вот внешней, так скажем, мембранной клавиатуры. Ну ладно, окей. 5 баллов за находчивость. Нормально сделана печатная плата, чего я, собственно, придираюсь к людям. Хочется все это вырвать. Это я уже подумаю об этом несколько позже. Хочется все это снять и переделать на какой-то свой контроллер, который будет поддерживать термопрофили. И я к этому, наверное, еще вернусь, может быть, как раз в новогодние праздники, потому что печь мне понравилась, и сейчас я ее попытаюсь испытать в работе. Для этого сделаем реально печатную плату. Более того, чтобы внести какую-то вот суматоху и элемент случайности, я буду пользоваться не трафаэтом для того, чтобы нанести паяльную пасту, а буду пользоваться вот таким дозатором. На самом деле мой любимейший дозатор, я его использую уже очень много лет, и он ни разу не подводил. Да, конечно, есть проблемы с тем, как он отмеряет количество припоя, вот. Из такого шприца идет раздача. Конечно, с этим есть некоторые сложности, и не всегда удобно этим работать, и очень сильно влияет температура окружающего воздуха на количество выдавливаемого припоя. Но, тем не менее, вот в каких-то небольших проектах, тогда, когда не изготавливается трафарет, или тогда, когда это нужно смонтировать чуть ли не в полевых условиях, этот дозатор вполне подходит. Вот прям специально не стал и выравнивать паяльную пасту, и не стал вдавливать детали. То есть вот просто посмотрим, что будет при самом грубом неравномерном нанесении, при вот то, что называется тяп-ляп. Ну и второе, я не понимаю, как я жил без этого раньше, потому что это демонтаж различных элементов. То есть я просто повысил температуру, дождался размягчения припоя, вот можно видеть, что он уже готов. Выждем несколько секунд, и можно будет снимать компоненты выводные, то, что обычно или боишься перегреть, или не знаешь, как снять, а хочется сохранить ножки целыми. Ну вот, можно посмотреть, миниатюрные реле вынимаются без каких-либо головных болей. Вот так, одну за другой, можно отсюда потаскать детальки. Это, конечно, огромнейший плюс, и теперь я не понимаю, как я жил без этого полезного приспособления раньше. Вот такая вот маленькая компактная печечка, которую можно за собой везде таскать и везде с ней путешествовать. Вот я думаю, что она надолго поселилась у меня на рабочем столе. Конечно же, мне не совсем понятно, как, скорее всего, я переделаю электронику. Но вот на текущий момент рекомендую. Ссылочка на нее есть в описании к этому видеоролику. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, пожелания, предложения. Не забываем подписываться на канал. Ну и всего вам самого доброго. До новых встреч.